Всех приветствую на канале. В этот раз я покажу, как в группу моделей 820, 850, 860 всей линейки DeLonghi Dedica и даже SMAC ECF01 установить не родной или, другими словами, альтернативный уплотнитель. Бывает, что нет возможности заказать и ожидать, соли идентичные оригинальному, или в местных магазинах за оригинальный просят слишком большую цену, поскольку это бренд. То есть выход из этой ситуации. Дело в том, что группы этих кофеварок идентичны, а уплотнитель очень похож на такой, какой ставится во множество китайских кофеварок. И в те же младшие модели Борка, 4000-ю серию Крупсов, многие модели Зелмеров и многих других кофеварок, которые уже выпускались на ОМ заводах Китая. Если посмотреть на размеры уплотнителей, то они практически идентичны, и даже у китайского чуть больше габариты, особенно на полмиллиметра он толще, что может иногда помочь в случае с изношенными направляющими в группе. Покажу я это на 820 модели DeLonghi. Сперва снимем оригинальный уплотнитель и посмотрим на отличия. Снимается он просто отвинчивая винтик по центру и поддевая решетку группы. Скорее всего, она снимется вместе с уплотнителем, но если нет, можно поддеть будет его отдельно. То, что он будет уже под цвет кофе, это нормально и не говорит о необходимости его менять. Главное, чтобы он был целый, без трещин и разрывов. По форме он очень похож на китайский, но по внутренней части у него нету нахлеста, который ложится поверх выпирающего корпуса группы. Можно сказать, они идентичны, если не брать во внимание этот нахлест. Скорее всего, у китайцев меньшая глубина посадки уплотнителя в группу. При попытке поставить его сразу в группу DeLonghi он может перекашиваться. Но все же впихнуть его можно, но не нужно, так как потом проблематично будет ровно установить экран группы. Из-за перекоса экран может закусить часть самого уплотнителя и повредить его. Но если сначала на решетку, то есть экран группы, одеть уплотнитель, то он вложится в него вполне ровно. И тот нахлест практически прижмется к решетке, без перекосов, как родной. После этого можем уже вставить его в посадочное место в группу. И вставляется он вполне четко. И даже не привинчивая экран, он держится и не выталкивается обратно. После этого рожок вставляется и затягивается ощутимо плотно, держится без всяких люфтов. Если даже возникнут проблемы при установке, то тот же нахлест можно аккуратно срезать канцелярским ножиком. Так что, как видим, подобный китайский уплотнитель можно легко использовать для замены изношенного родного уплотнителя. А также в моей практике это помогало продлить в некоторых случаях жизнь DeLonghi Dedica с изношенными направляющими в группе. Но это не универсальная панацея, и многое зависит от изношенности пластика в той же группе. В остальном лайфхак рабочий, пользуйтесь. На этом у меня все, не забывайте подписываться, ставить лайки и до встречи в новых видео.